Добрый день! Приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком маленькие цветочки. У меня два вида цветочков. Этот побольше, вот этот цветочек чуть поменьше. Мы свяжем два вида. Маленький цветочек и еще меньше. Я вяжу из пряжи Yarn Jeans крючком номер 2. Диаметр первого цветочка, который побольше, 3 сантиметра. И диаметр маленького цветочка 2,5 сантиметра. Мастер-класс подходит для начинающих рукодельниц. Буду объяснять все подробно, медленно, но вы должны уметь вязать воздушные петли, столбики без накида и столбики с накидом. Цветок буду вязать вот по такой схеме. Я нарисовала ее от руки. В кольцо амигуруми вяжу 6 столбиков без накида. И в каждый столбик провязываю один лепесток. Он состоит из 2 воздушных петель подъема, 2 столбиков с накидом и еще 2 воздушных петель подъема. В следующий столбик вяжем соединительную петлю и еще один лепесточек. Так по кругу. Схема достаточно простая. Если вяжете по схемам, можете сохранить ее и связать самостоятельно цветочек, либо вяжите его вместе со мной. Цветочки я вяжу из остатков пряжи. У меня несколько разных моточков осталось разного цвета. И начинаем вязание с кольца амигуруми или скользящей петли. Делаем скользящую петлю и вяжем первую закрепительную петлю. А дальше в кольцо амигуруми нужно связать 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, чуть-чуть можно подтянуть хвостик, пятый и шестой. Первый ряд готов. Затягиваю кольцо амигуруми так, чтобы внутри не оставалось дырочки. Нахожу первый столбик без накида. Вот он. И вяжу в него соединительную петлю. Теперь в каждый столбик без накида будем вязать по одному лепестку цветочка. И всего у меня будет 6 лепестков. Вязание лепестка начинаем с 2 воздушных петель подъема. 2 воздушные петли. В тот же столбик, куда я связала соединительный столбик, я вяжу 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом. 2 воздушные петли. Нахожу второй столбик первого ряда и делаю в него соединительную петлю. Готов первый лепесточек. Теперь в каждый столбик предыдущего ряда буду вязать по одному такому лепестку. 2 воздушные петли. В этот же столбик, куда я связала соединительный столбик, вот такую дырочку, ее как раз очень хорошо видно, в нее нужно связать 2 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик, 2 воздушные петли, соединительный столбик, следующий столбик первого ряда, в третий. Вяжу соединительный столбик, 2 воздушные петли. В тот же столбик, куда связали соединительный, вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петли. Нахожу следующий столбик и в него вяжу соединительную петлю. 2 воздушные петли. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушные петли. Следующий столбик соединительный и еще один лепесток. Один столбик, второй столбик, 2 воздушные петли,
соединительный столбик следующий. Итого у меня получилось 5 лепестков. Сейчас свяжу последний 6-й лепесток, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 1, 2, 2 воздушные петли, нахожу первый столбик, куда я вязала первый лепесток, и вяжу в него соединительный столбик. Цветочек готов. Теперь нужно провязать последнюю соединительную петлю, отрезать нитку, вытянуть петлю и на внутренней стороне цветочка завязать один узелок и второй узелок, чтобы закрепить вязание, чтобы не распустился цветочек. Вот такой цветок получился у нас. 6 лепестков. Сейчас давайте свяжем точно такой же цветочек меньшего размера. Вяжется он по такому же принципу, без первого ряда. Будем вязать лепестки сразу в скользящую петлю, без столбиков, без накида. Делаю скользящую петлю и начинаю вязать в эту петлю цветочек. 1, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Смотрите, хвостик остается слева. Нам при вязании нужно обвязывать и хвостик, и петлю, чтобы у нас не распустилась скользящая петля. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, соединительный столбик. Готов первый лепесток. Нужно связать еще 3 таких лепестка. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, соединительный столбик. Чуть-чуть нужно будет продвигать сюда лепестки вправо, чтобы они не съезжали. Давайте свяжем 5 лепестков, а не 6, чтобы цветок был меньшего размера. Чем меньше лепестков, тем меньше цветочек. Можно связать вообще 4 лепестка, если вам нужно поменьше размер. Но я хочу связать 5, люблю нечетное количество. Раз, 2. И последний. 2 воздушные петли, последний лепесточек, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. Последний соединительный столбик, хвостик не теряем. Вот, и затягиваем хвостик. Нитку отрезаем. Хвостик опять максимально затягиваем. Вот такой цветочек получается. Делаю 2 узелка на внутренней стороне, опять же, для закрепления ниток. Кончики спрячу и отрежу. Мы с вами связали 2 цветочка, один побольше, другой поменьше. Из любых остатков ниточек вы сможете связать такие цветы. Я надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Если вы связали вместе со мной и вам показалась эта схема интересной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях. Я отвечаю на все ваши вопросы. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.